Как же открыть в Португалии салон? Надо быть, так сказать, настойчивой. Первое, что ты сделала, это написала Да, бизнес-план. ты не сможешь нормально вести свой бизнес. Конкуренты меня, наверное, сожрут. У тебя уже был открытый ФОП? Первые 2 года я им не возвращаю деньги. Это известный сайт Идеалиста. Facebook очень сильно сливает деньги. Что касательно лицензий и санитарных норм? Там очень большой штраф. Нужно пойти получить книгу жалоб. Пришла, привет, стричь умеешь? Ну давай. Ты со славянкой встречаешься, в ресторане оплачиваешь ты. Я думаю, что это love story. Всем привет, меня зовут Света, и сегодня у нас особый гость, с которой я познакомилась совершенно недавно, и узнала я такую очень интересную историю, что Юля сама открыла бьюти-салон в Португалии, при этом не имея больших финансов, имея всего лишь 200 евро в кармане. Мне очень захотелось поделиться с вами этой историей Юлиной, и потом не просто поделиться, а Юля согласилась сегодня нам предоставить полный гайд, как же открыть в Португалии салон. И, в принципе, такие же условия работают и в Европе. Поэтому я благодарю, что ты сегодня с нами, что решила поделиться с нашей аудиторией. Расскажи о салоне и расскажи о себе в 2 словах, откуда ты приехала, и дальше Юля предоставит нам очень ценную информацию. Я приехала с Украины, с Киева, когда началась война. Как раз вот в марте месяце, в самом начале, я приехала сюда, в Португалию, со своей дочкой и с котиком. Через пару месяцев я поняла, что я здесь остаюсь, и надо что-то делать. Я пошла просто сначала, поработала в португальском салоне. У тебя был какой-то опыт до этого, правильно? Конечно, да. У меня в Киеве, я так и оставила, у меня был свой салон, который уже действовал 5 лет. Но приехав уже здесь, где-то через пару месяцев я продала там бизнес. Потом я поработала в одном из тоже украинских салонов, где-то месяцев 8. Потом ушла работать сама на себя, арендовала кресло и нарабатывала своих клиентов, привлекала и занялась именно открытием. Но в этот период, то есть я занялась открытием своего салона. То есть я искала пути, как я могу здесь открыть свой бизнес. Скажи еще, какие у тебя сейчас услуги, чтобы четко было понимать, что предоставляет твой салон? У нас все услуги получаются по волосам. То есть окрашивание, стрижки, уходовые процедуры. Есть и кератин, ботокс волос, плетение волос, наращивание волос, маникюрный сервис, то есть маникюр, педикюр, наращивание ресниц, брови, так же само ламинирование, окрашивание и ламинирование ресниц так же само, тоже макияж есть в салоне. У нас есть отдельно барбер по мужским стрижкам и массаж. Хорошо, давай, с чего ты реально начала? Когда ты решила, я открываю бьюти-салон в Португалии, какой был твой первый шаг? Первый шаг сначала был промониторить вообще. То есть, получается, у меня не было таких финансов, чтобы сразу взять и вложить все деньги, я открываю салон. Открыла интернет и начала искать информацию, может быть, есть какие-то гранты, какие-то субсидии, какое-то кредитование, то есть именно в Португалии. И мне открылись некоторые, то есть даже есть здесь какие-то, можно выиграть что-то, какие-то инвесторы, но не всегда это реально, то есть получить, то есть это, наверное, какие-то суперпроекты должны быть. И я наткнулась на программу, которая идет от Центра занятости, называется здесь Института де Emprego, которая кредитует именно малый бизнес, то есть называется это микрокредита. В общем, я к ним пошла туда, спросила, они мне сказали, напишите на этот имейл. Я написала на этот имейл. В принципе, мне сразу как-то очень быстро, удивительно для Португалии ответили. То есть они мне написали, на какие я могу телефоны позвонить. И у меня был перечень телефонов. Я позвонила несколько человек, и мне одна из женщин, мне понравилось, как она все подробно мне объяснила. Сразу же мне выслала на имейл всю информацию, что именно входит, что я должна им предоставить. И начала этот весь процесс, но им нужен был бизнес-план. То есть первое, что ты сделала, это написала бизнес-план? Да. Сначала я его написала на английском языке,
А они потом мне сказали, ну, желательно, чтобы на португальском он был переведен, чтобы они уже этим не занимались переводом. Мне пришлось его перевести. Как ты писала бизнес-план, исходя из того, что ты еще даже приблизительно не знала, сколько стоит ни аренда салона, ни помещение? Ты арендуешь помещение или ты купила помещение? Нет, я арендую. Угу. То есть ты, в принципе, потом, после того, ты писала бизнес-план не точно, правильно я понимаю? Ну, почти. То есть я в процессе написания самого бизнес-плана я мониторила, например, нашла там магазины, где я могу там купить оборудование, потом промониторила, какие цены в Икее, например, там на какие-то стулья, столы, но именно по профессиональному оборудованию именно специальные сайты, да. И стала, конечно же, смотреть вообще, какая цена здесь аренды. Потому что на квартиры-то я знаю, а вот на помещение совершенно нет. Помещение дешевле, чем... Я бы не сказала, что дешевле. Я думаю, что чем ближе все к центру, тем дороже. То есть иногда даже, может быть, и дешевле квартиру какую-то снять, наверное. А как ты решала вот языковые барьеры? То есть я знаю, что, в принципе, по поводу квартиры можно обратиться к риэлтору. Здесь ты тоже обращалась к риэлтору или же каким-то образом искала свои пути? В принципе, здесь этот известный сайт «Идеалиста». Но там в основном, если ты пишешь, ты попадаешь на, конечно же, риэлторы тебе отвечают. Иногда они могут не отвечать, ты им звонишь, хорошо, мы вам перезвоним. Надо быть, так сказать, настойчивой, обратно звонить, вы про меня не забыли, там, я хочу посмотреть помещение. Второй вопрос сразу же касательно помещения. На момент подписания договора по поводу аренды помещения у тебя уже был открытый ФОП? Был ли у тебя какой-то уже какие-то финансы, одобрение со стороны финансового отдела, кредитования? Кредит мне уже одобрили. Угу. Мне уже перечислили первую сумму денег, то есть это половину суммы от кредита, которую я получила. На тот момент я не была оформлена, потому что условия кредитования, они были такие, что я должна была стоять в этом институте Демпрега, то есть в центре занятости, как безработная. То есть это условия получения этого кредита. Только после того, как они мне, получается, перечислили уже эти деньги, они затребовали, просили, я должна открыть активидады, то есть какой-то вид деятельности, то есть под свой бизнес. Соответственно, где-то в течение недели я им принесла этот документ, и все. И у меня уже была сделка по этому моему помещению, где сейчас салон. Сколько, скажи, времени и нервов ушло на регистрацию бизнеса? Я знаю, что у нас в Португалии все очень медленно. Но весь процесс на получение, поиска, где-то приблизительно 9 месяцев у меня заняло. 9 месяцев. Сколько тебе одобряли кредит? 9 Тоже 9 месяцев, да. То есть, получается, в момент... В общей сложности у меня где-то 9 месяцев ушло. Сколько ты искала помещение? Ты знаешь, вообще я рассматривала помещение где-то в течение полугода. Но не было такого, что я там каждый день хожу, смотрю эти помещения. Такого не было. То есть я просматривала там несколько раз в неделю какие-то предложения на Идеалисте. То, что мне нравилось, я там посещала. Но за последний, наверное, месяц я как-то более активнее стала просматривать. И где-то я посмотрела, наверное, помещений 6, и это мне больше подошло. Расскажи мне про бюджет. Как ты его спланировала? Сумма Тебе дали минимальную или же конкретно на твой спланированный бизнес-план? Нет, в этой программе у них есть. Если это микрокредит, то у них это фиксированная сумма, это 20 тысяч. Если это программа «Инвест», то эта сумма достигает, по-моему, 100 тысяч. Но это чуть-чуть другой вид деятельности. Это, возможно, может быть какой-то ресторан, еще что-то более, что масштабнее, что надо затратить. У меня было, я попала, то есть я и подавалась на кредитование, подавалась на микрокредит, то есть на 20 тысяч. И в эти 20 тысяч мне надо было вложить туда, какое оборудование мне надо, то есть купить, вплоть до чашек, ложек, до всего. Туда же входило, в принципе, и можно как пару месяцев заплатить, то есть перекрыть аренду. И, в принципе, то есть я и даже какие-то деньги я использовала, то, что мне надо было сделать перед этим ремонт.
Был ли у тебя там какой-то льготный период, имеется в виду выплаты, существует в кредитовании льготный период, момент, когда еще бизнес не стартанул? Здесь я, получается, первые 2 года я им не возвращаю деньги, да. Это вот этот вот идет льготный период. Ты начинаешь возвращать, то есть, в общем-то, кредит дается на 7 лет, вот, но первые 2 года с тебя там платят и Сигурал Социал, и ты начинаешь через 2 года. Вот они дают как раз для стартануть 2 года, то есть раскрутиться. На момент аренды уже помещения, вот тебе уже выплатили кредит, и вроде как все кажется классно. Какие были трудности самые следующий третий шаг какой был? Вот все, у тебя уже помещение есть, у тебя есть кредит, третий шаг. Во-первых, сначала были сложности, конечно же, тоже там с некоторыми ремонтными работами, это тоже, чтобы понять девушке, где у нее, я-то понимала, сколько мне там розеток надо, но когда там начинают тебе объяснять, тут еще провод надо провести, это, но я с этим, в принципе, сталкивалась, когда-то делала ремонт в квартире, но вот такая вот как бы сложность тоже была, ну, хорошо, что мне там все, я специально наняла своего украинца, чтобы мне легче было общаться. Вторая сложность была, в принципе, к подготовке к открытию. Лицензии. Нет, не лицензии. В общем, там всех вот этих вот, даже той же вывески повесить, потому что я заказала у португальцев, они говорят, да, мы сделаем. Я говорю, хорошо. Когда? Мне надо, вот у меня через 2 недели открытие. Да, мы сделаем. Ну, я сижу, жду, я ему отправила. Он приходил, все замерял. В итоге они ничего мне не сделали. Мне пришлось за 3 дня до открытия опять искать нашего человека, который сделал мне и все наклеил мне. Ну, вот такие вот нервы были. То есть. Как ты искала? Тоже в интернете? Да, кстати, я обращалась в Фейсбуке. Когда мне уже оставалось до открытия 3 дня, то я уже просто написала в Фейсбук и спросила, кто делает из наших там на стекло вот эти вот наклейки. И сразу же прислали мне человека, и он ответил и сделал, причем все быстро. Что касательно лицензий и санитарных норм? Ну, самой тут лицензии на бизнес, в принципе, я думаю, на салоны не надо. Здесь обязательно должны быть условия, то есть пожарка должна быть установлена, то есть перед этим надо обязательно, специально есть организация, которая приезжает, они устанавливают сами, настраивают там все. Мне, как объясняли, что самое важное, чтобы обязательно пожарная была, и нужно пойти получить книгу жалоб. То есть это обязательно. И повесить вот этот вот лист, там, где у тебя ресепшн или на видном месте, это обязательно должно висеть, потому что если кто-то придет и нету этой книги жалоб, то там очень большой штраф, да. И это тоже получается где-то в государственных органах? Да, сначала получить. Ты регистрируешь ее онлайн, а потом идешь физически. Ну, где-то их несколько есть, но на Маркеш-Памбале центральный. Я туда пошла и заплатила, купила эту физическую книгу, и они мне все дали. Очень, в принципе, это с этим вопросом было быстро. Следующий, наверное, 4-й шаг – это персонал. Персонал и управление. Расскажи, как с этим, потому что все-таки, как ты уже заметила, в Португалии персонал и в Украине персонал – это немножко разное, и управление в том числе. Я согласна. Как я искала? Сначала я записала видео, что я открываю салон, показала салон, все это тоже выставила в Инстаграм. И дальше было видео, мы снимали с моей подругой, что я ищу парикмахеров, стилистов по волосам, администратора, нейл-мастера, бровистов. И все это мы выставили, в принципе, поставили в таргете на Фейсбуке на рекламу. И везде, кстати, в паблик-чатах тоже, в Телеграме размещала, в Инстаграме. И люди стали писать. Но в основном я это говорила и на украинском, и на русском языке. То есть я больше делала акцент нанять украинцев. То есть, и, в принципе, девочки писали, и начались собеседования. Я тоже подошла к этому уже по-другому, не как к предыдущему опыту. Пришла, привет, стричь умеешь, давай. То есть я подошла к этому вопросу более серьезно. Я распечатала, сделала анкеты. И когда человек, неважно на какую должность, даже на админа приходит, либо это бровист, я давала заполнить анкету. Для чего? Первое.
Во-первых, ты смотришь по человеку, готов ли он как бы даже потратить свое время, заполнить эту анкету. То есть уже ты видишь по человеку как бы его поведение, его настрой. Проводила как бы отбор, кто мне подходил, кто нравился, как бы девочек набирала на работу. На что нужно обратить внимание, возможно, ты можешь нам как-то совет какой-то дать при выборе аренды помещения, то есть вот на какие детали? Ну, каждый выбирает еще по-своему, конечно. Первое, это, конечно, человек должен определиться с локацией, где он хочет. Это тоже зависит от вида бизнеса, конечно же. Второе, это какая сумма, то есть от и до, например, максимально, приблизительно ориентироваться, какая цена должна быть, то есть максимум и минимум. И, конечно же, площадь какая необходима, это тоже очень важно. Для меня еще было важно, чтобы был паркинг рядом с салоном, потому что когда работаю в центре, там это просто не припаркуешься. Для меня было важно, чтобы был открытого как бы open space. Вот такие нюансы. Плюс, конечно же, надо уточнять, то есть сколько платежей они хотят, то есть наперед депозит, контракт на сколько времени. То есть они в основном минимум на год дают, да, и там максимум, например, готовы. Соседи тоже, конечно. То это по локации, в принципе, что там рядом, например, потому что, может быть, какой-то для салона и кебаб как бы не совсем сочетается, да. Может быть, для кофейни окей, но салон это не очень. Самое важное – это локация, площадь и сколько бюджета ты готов как бы выделить на помещение. Где ты закупала оборудование? На сайтах ты говорила. И также ты говорила, что непосредственно пользовалась Икеей. Ну, профессиональное оборудование для маникюра и парикмахеров я купила. Здесь есть несколько фирм. Я как раз мониторила, выбирала где. Потому что есть одна на севере, на Браге. Я тут нашла. Они тогда были на Амадоре. Сейчас они, по-моему, переехали где-то в центре. Мне, в принципе, я сравнила цены, мне понравились, то есть я выбирала их. Я хотела именно здесь покупать, потому что эти были условия, получается, моего кредита, я должна им предоставить накладные, то есть ресибы. То есть нет смысла брать в Украине? Точно так же и продукцию? Тебе не дадут, если ты покупаешь как бы за свои как бы деньги, ты, в принципе, можешь что-то сэкономить и перевести, если тебе не надо ни перед кем отчитываться. Мне надо было показать в банке, что я им покажу на украинском языке накладную. Цены выше? Немного, да, выше. Хотя, может быть, сейчас же тоже, это же все импортируется у нас. И что, возможно, в Украине нашего производства, оно-то дешевле. А я думаю, Италия и все, в принципе, цены так же, как и, в принципе, поехать в ту же Италию купить. Значит, профессиональное оборудование купила на специальном сайте. То есть я его ждала. Они мне сказали 2 недели. Но они тоже откуда-то там заказывали и везли где-то больше месяца. Я уже начала нервничать, и я поэтому планировала в марте открыться. Из-за этого был перенос на апрель. Потому что у меня не было моек. Самое важное. Да, какую-то мебель. То есть я купила в Икее. Расскажи мне, пожалуйста, как ты обучала и мотивировала свой персонал? Многие девушки приехали из Украины, ты набрала персонал, хорошо, как вы начинаете работать? Как ты их обучение, было ли какое-то у них? Некоторые девочки уже приходили, которые уже с опытом работы, в принципе. Я, конечно же, рассказывала по продукции. Но если это брать парикмахеров, то по продукции рассказывать, на каком бренде мы работаем. Поэтому приходится выкручиваться то, что есть. Конечно, для администратора я тоже проводила как бы обучение, потому что я купила и CRM-систему, в которой я сначала сама тоже разобралась, потом и я... Зачем нужна CRM-система? Для тех, кто только-только начинают. Без нее, я думаю, в данный момент ты не сможешь нормально вести свой бизнес, потому что в CRM-системе там есть база клиентов, запись. Плюс у каждого сотрудника, получается, есть приложение, в котором он может заходить и видеть, там у него там запись, да, на такое-то, такое-то время. Это, в принципе, все
все это взаимосвязано. Плюс через CRM-систему мы можем отправлять напоминания клиентам. Напоминания также самые за дни рождения. Они и интегрируются с Инстаграмом? С WhatsApp. Плюс это ведется как бы такой не глобальный, но хотя бы финансовый учет, он же тоже есть. Например, ты можешь в CRM-системе даже за месяц посмотреть, какой у тебя средний чек. Плюс ты можешь видеть, кто, например, давно из клиентов не было. То есть мы первое, это в месяц, это аренда, коммунальные услуги, оплата персоналу, зарплаты, CRM-система. Потом расходы, которые идут по салону, имеется в виду там кофе, чай, печенье. То есть это то, что для клиентов. Закупка товара. Что еще? Амортизация, в принципе, оборудования. Это то, что ты закладываешь. Ну, это небольшая как бы такая сумма. Имеется в виду, что если, не дай бог, там, например, через год, через два у тебя что-то сломалось, ты не выдираешь, не делаешь такой кассовый, то есть получается разрыв, что надо срочно, поменять там кресло. А ты как бы потихонечку накопил там каждый месяц, там, пусть даже там по 10-20 евро ты как бы откладываешь, у тебя через год есть определенная сумма, ты можешь что-то обновить. Или там сломался что-то, инструмент какой-то, там еще что-то. Да. Вот. Расходы по бухгалтеру обязательно, плюс на рекламу, то есть расходы тоже идут. А это могут быть переменные, то есть такие расходы. То есть постоянные, которые фиксированная, да, сумма, это как аренда, бухгалтер, а вот такие, еще. Да, а вот супермаркет, там реклама. Как раз ты подошли к этой теме, давай поговорим за продвижение и маркетинг. Мне кажется, в каждом бизнесе это 50% успеха, поверьте мне, я знаю. Как ты привлекала первых клиентов, а также какие ты заложила бюджет на рекламу, где в основном выстреливала реклама? Я сначала готовилась к открытию. И, конечно, у меня небольшая какая-то своя, когда я работала просто как мастер, у меня были свои люди, то есть я им сообщила, что я тоже открываю, конечно же, пригласила. Они уже как бы привели тоже с собой там своих там друзей. Плюс мы крутили, значит, на Фейсбуке таргет. Сказать, что сильно такие результаты, прям что таргет, я уже поняла со временем, Facebook очень сильно сливает деньги. То есть, чтобы получить какой-то выхлоп с Фейсбука, я думаю, что это нам надо вложить нормальная сумма денег, которую он уже как бы потратит. Сколько приблизительно? У меня тогда ушло где-то 500 евро. Дневной бюджет. Но что для себя я поняла? Я поняла то, что, в принципе, можно через Инстаграм нажать этот бустер, да, там продвижение, и оно намного быстрее приводит. То есть оно уже работает только на Инстаграм, и больше просмотров, и больше вовлеченности людей. То, что это я по себе заметила, то, что лучше работает. Плюс Telegram, паблики, чаты, и, конечно, также самые разные группы в Фейсбуке, то есть посты. Скажи, где больше всего выстрелило? Первое, это, конечно, сарафанное радио. Я всегда говорила, напишите отзыв в Google картах. То есть это, в принципе, тоже срабатывало. Когда, конечно же, человек заходит и читает, ему надо тоже почитать и отзывы. И, конечно же, проводила всякие там программы лояльности, то есть скидки первоначальные там на первый визит. Это и сейчас есть. Сертификаты? Да, у нас есть такие карточки, получается. Например, ты там делаешь 4 процедуры там бровей, 5-я там, например, там будет там в подарок или что-то. Так же самое там по маникюру и по волосам было, например. 3 покраски делаешь, и будет в подарок там уходовая процедура. И людям я даю эти, получается, карточки, где мы отмечаем каждый его визит. И они, в принципе, обязательно потом в следующий раз приносят эту карточку. Как тебе через телеграм-группы было продвижение? Через телеграм-группы тоже это работает. Здесь именно, в Украине я никогда этим не пользовалась. То есть особо там этот телеграм не был так распространен, только почитать новости. Здесь, в принципе, у нас уже есть этих куча групп, там бьюти, там девичники. Ты постоянно как бы 1 раз в неделю или там 2 раза в неделю ты тоже там размещаешь.
По поводу вот все-таки португальского рынка, как ты привлекала с украинским рынком, понятно, телеграм-группы, рекомендации, все остальное. Как ты привлекаешь португальский рынок? Португальцев ты только привлечешь в основном, они привыкают именно если они рядом живут, они туда будут ходить. Если им это понравилось, они все у тебя там пожизненно. Португалец, я думаю, что он далеко не поедет. Именно если он там живет, например, где-то там в Кашкайше и в Аэроше, он не поедет себе в Лиссабон делать прическу или делать ногти. Они пойдут возле дома. То есть в основном это те, кто рядом. Кого я еще привлекала? То есть, получается, я приглашала еще девочек, португалок, которые, ну, там у них много подписчиков, они такие активные, то есть на какую-то там бесплатную процедурку, то есть по уходовой или там на брови. И они, в принципе, делали посты в Инстаграме тоже, и уже от них там тоже начинают подписываться. Были ли у тебя уже какие-то негативные отзывы? Чтобы что-то там писали, какой-то негативный отзыв, слава богу, не было. В принципе, все клиенты как бы уходили довольные. Могут быть, конечно, там какие-то там замечания, но ты знаешь, для меня даже негативный отзыв, это наоборот тоже есть хорошо, потому что ты можешь услышать обратную сторону и исправить себя лучше. То есть, в принципе, негативных отзывов не надо бояться. Потому что это может показать, ну, в зависимости, какая ситуация, да, негативный отзыв по поводу сотрудника или негативный отзыв там по поводу сервиса или там что-то в салоне. Ну, то есть мне это, наоборот, помогает понять, как себя улучшить. Скажи, пожалуйста, а как выдержать конкуренцию? Все-таки первое, наверное, что человек останавливает при открытии салонов, помимо лицензии и всех остальных, которые мы уже проговорили, это конкуренция. Я буду не первая. Мне страшно. Конкуренты, ну, и хейтеры меня, наверное, сожрут. Конкуренты, они будут всегда, в принципе, в любом бизнесе. Конечно, поначалу ты боишься, да. У меня тоже, я с этим же сталкивалась, да, и очень сильно там и расстраивалась. Иногда даже сидела и сама себе там плакала. То есть у меня были такие тоже моменты. Потому что когда я там запланировала что-то, я узнаю, там еще куча открывается. И, в принципе, услуги у нас-то практически одинаковые, да. Не придумали, да, там маникюр или... Ну, то есть стандартные, в принципе, процедуры. Но я для себя поняла, что, в принципе, надо чем-то просто отличаться, быть каким-то уникальным. То есть иметь не просто как бы какие-то услуги, да, а еще с уникальным торговым предложением, чтобы клиент понимал, мне сюда интересно пойти, вот у них есть такое-то. Когда уже твои клиенты, куда уже они уже ходят в твой салон, доверительные отношения как бы с клиентами такие, я бы сказала бы, как бы выстраивание дружеских отношений. Это очень важно, потому что не всегда клиент тоже ходит за тем же, ну, они ходят и за сервисом, но они ходят как бы за какими-то взаимоотношениями тоже. И это очень, кстати, важная часть. А чем ты уникальна? Чем салон уникален? Ну, у меня в уникальном предложении, во-первых, у меня то, что есть все, как бы, да, большая часть там сервиса. Я поставила акцент больше на волосы. То есть, получается, окрашивание волос без ущерба. То есть мы не повреждаем волосы. Мы используем дополнительные, получается, продукты, которые мы там добавляем в краситель. Плюс у нас уходовые процедуры, то есть восстановление. То, что, например, здесь очень это актуально, потому что здесь очень много солнца, влажности, вечно вот такая вот голова, эти волосы. И особенно если девочки вот тоже блондинки, ну, очень портятся волос. Поэтому у нас уходовые процедуры и окрашивание без повреждений. Угу. То есть вот этот вот больше акцент. Скажи, какие ты уже ошибки сделала и как ты справлялась с их последствиями? То есть были ли у тебя какие-то фейлы, которых ты, в принципе, сейчас можешь сказать, я бы сейчас бы так бы уже не сделала при открытии салона? Там, не знаю, заказала электрика, он оказался дурак. В ремонтном работе тоже ошибки были. Ну, конечно, да, это лучше, конечно, писать, наверное, там изначально там смета, она там тоже была составлена. В данный момент я бы сделала бы больше все-таки кабинет, который я делала. То есть я когда пришла, это более помещение было
открытого пространства, и я решила в нем сделать кабинет. Но уже когда он сделал вот эту конструкцию, я уже поняла, что надо было все-таки больше кабинет. И, например, это я уже поняла в процессе работы. То есть ты бы, наверное, больше всего бы уделила дизайну помещений. У тебя Да. Ты нанимала дизайнера или сама делала? Нет, этот парень, получается, мне делал в 3D такую проекцию. Ну, просто, я же говорю, просчитались именно по кабинету, да. То есть который делал ремонтные работы, он заодно и тебе сразу сделал какой-то Да. дизайн. Возможно, добавила бы больше света, но, в принципе, со светом можно сейчас в процессе это можно его доработать. А вот с переделкой кабинета, то не сильно. Теперь давай как общие рекомендации и советы и немножко подойдем к твоим личным отношениям и жизни здесь, в Португалии. Скажи, какие бы 3 главных совета ты дала бы для женщин, которые хотят начать здесь, в Европе, с нуля бизнес, бьюти-бизнес? Ну, первое, в принципе, не бояться тоже и ошибаться. На ошибках мы, в принципе, учимся. У каждого они будут. И вначале так точно. И, в принципе, и в процессе это жизнь, это нормально. Второе, всегда надо учиться, то есть обучаться чему-то новому. Я вот, например, всегда покупаю, то есть какие-то мастер-классы, какие-то курсы. Даже если, например, я это знаю, все равно, думаю, я послушаю, потому что, возможно, я что-то для себя возьму новое. И курсы эти могут быть и так же самое профессионального характера, и так же самое как личностного роста. Да. Это очень помогает, например, если быть руководителем, обязательно развиваться себя как личность. Да. Вот. И третье, всегда знать, чего ты как бы хочешь. Зачем ты вообще там себе это начал? Иногда бывает, да, там могут быть какие-то тоже там отчаяния, все, мне там все нафиг надоело, все закрываю. Вот. Но надо как бы успокаиваться, да, терпение, как португальцы говорят, калма. И подумать вообще, зачем я вообще это делаю? То есть это первый такой, ну, тоже такой, как для тебя, как мотивация, да. И всегда это будет тебя возвращать в ту точку, да, все, я знаю, что я как бы делаю. Было бы интересно про твою личность, про твою личную жизнь. Все-таки мой канал слушают женщины, и они всегда очень с любопытством относятся к тому, а кто же это за женщина, как же ты живешь? Может, у тебя там за твоей спиной какой-то богатый мужчина, который тебя спонсирует. Расскажи, пожалуйста, про свою личную жизнь. Неплохо, наверное. Папика нету, такого нету. Вообще я сюда приехала с ребенком. У меня дочке будет вот 14 лет. Я в разводе. Развелась где-то 8-9 лет назад, приблизительно где-то так. То есть сюда приехала дочка и сама. Жила, то есть работала. В данный момент у меня, да, есть сейчас серьезные отношения, и это португалец. Как тебе встречаться с иностранцем? По-другому. Что по-другому? Давай тоже развеем этот миф. По-другому? Ну, во-первых, у них другой менталитет. Они тут привыкли... Ну, у них и женщины, да, себя так и позиционируют. Часто там в ресторанах у них там 50/50 вот есть такое. Я своему сразу сказала, нет, ты со славянкой встречаешься, в рестораны оплачиваешь ты. Во-первых, у них не принято только, наверное, может быть, там день рождения подарить какие-то цветы. Я говорила, что для меня это важно. Ну а зачем тебе это? То есть я не понимаю, ну можешь пойти покушать куда-то. Я говорю, да покушать то само собой. Я хочу цветы, и мне это приносит, например, счастье. Ну, первый раз им, конечно, приносил 4 розы, пришел. Мне еще дочка сказала, говорит, а почему 4? Надо хотя бы 3, 5 или, ну, то есть нечетное число. Ну, на следующий раз я ему как бы сказала, он все приносит уже по-правильному. Что еще по-разному? Ну, языковой барьер. Да, но я не говорю на португальском. Ты на английском с ним Да, разговариваешь? на английском. Ну, вот даже то же самое. Хотя мне все говорят, что, блин, у тебя живой пример практики. Я понимаю, что да, это было бы, я бы быстрее бы выучила, но мне, я не знаю, английский язык мне как не дает. То есть, получается, я их понимаю, а ответить мне немножечко сложнее. То есть,
принципе, то, что я слушаю, я много чего понимаю, о чем говорят здесь. А вот ответить мне просто надо больше, наверное, практика. Вот то ли я стесняюсь как бы говорить. Ну, то есть я понимаю, что я могу это объяснить классно на английском языке. То есть, в принципе, не имея португальского языка, ты спокойно прошла все эти инстанции. Да. И, ну, тебе помогал твой парень? Да, он мне помогал. Он мне как раз перевел мой, получается, с английского на португальский бизнес-план и помогал заполнять вот эти вот все их формы, То которые есть они он с там тобой был давали. от начала до конца? Да. Ну, то есть я с ним тогда познакомилась и как раз спросила, ой, это не знаешь кого-то, кто может перевести мне бизнес-план? Он говорит, я тебе могу. Я говорю, ну, давай. Ну, это очень классно, потому что он тебя, получится, суппортил все это время, и был момент даже при открытии бизнеса. То есть он тоже участвовал в этом какой-то... Ну, да, конечно. Он и был и на сделке, получается, когда аренда помещения. И, в принципе, в банке им надо был представитель именно кто с португальской резиденцией, с резиденцией португальской или именно сам локал. И он даже не побоялся выступить гарантором? Нет. Он выступил, да. Вы живете вместе? Да, сейчас да. Я думаю, что это love story. Спасибо большое, Юля, что поделилась. Это очень ценная информация, и я уверена, что, в принципе, если девушки к тебе будут обращаться, ты тоже с удовольствием поделишься всеми нюансами. И еще у нас есть от Юли для вас есть подарок. Юль, пожалуйста, озвучь его. Подписывайтесь на Инстаграм именно салона и обязательно пишите в личку и пишите со словом «подкаст», и вы получите скидку 20%. Спасибо большое, это очень приятно. Обязательно ждем. Спасибо. Всем пока. И если что, пишите в комментариях. Я уверена, что Юля очень открыта к диалогу и ответит на все ваши вопросы. Пока-пока. О, прикольно, мы тут сами. Да. Это он уже включил на запись? Да. Окей. My name is Светлана. Hi. My name is Julia. А? Как сказать? Подожди. Мне кажется, надо выключить, потому что ты как героиня фотосессии. У тебя так... Да? Я думаю, что мне постоянно в рот лезет. Ничего страшного. Не, ничего, можешь, давай, думай. Я могу подглядеть. Иди мой посуду, убирай квартиру. Мы так тоже делали. Да. Что, еще что-то может дописать? Нет? Забыл меня. То мы, наверное, можем продолжать записывать. Паприка, дочь.